Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такие квадраты. У этих квадратов всего 3 ряда. Вот 1, 2, 3. В этом мастер-классе я покажу подробно, как вязать такой квадрат, как их соединять между собой. И такие элементы квадраты подойдут на любое летнее изделие, на юбку, топик, кофточку и куда вам еще подскажет ваше творчество. Давайте вместе с вами начнем вязать вот такую красоту. Для узора я буду использовать хлопковую пряжу. Это Alize Bella в 50 граммах 180 метров. И возьму крючок 2 миллиметра. Делаем кольцо амигуруми или можно набрать цепочку из воздушных петель, как вам будет удобней. И теперь набираем 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. И еще одна воздушная петля по узору. 3 воздушные петли — это у нас как один столбик с накидом. Далее провязываем в это кольцо столбик с накидом, 1 воздушная петля, снова столбик с накидом. И так чередуем до конца ряда. Воздушная петля, столбик с накидом. Всего должно получиться 16 столбиков с накидом вот вместе с воздушными петлями для подъема. Вот провязала 16 столбиков с накидом и между ними воздушная петля. Пересчитываем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Здесь довязываем 1 воздушную петлю, которая должна быть по узору. Колечко затягиваем, так как у меня кольцо амигуруми. И провязываем соединительную петлю, вот воздушные петли, которые были у нас для подъема. Так мы завершили первый ряд. Переходим на второй ряд. 3 воздушных петли для подъема. Сделали накид на крючок и под воздушную петлю провязываем 2 столбика с накидом. У нас получилось как 3 столбика с накидом, и теперь делаем одну общую вершину. Теперь 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Под следующую воздушную петлю провязываем 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1 столбик с накидом не до конца, 2 и 3. Общая вершина. Еще 3 воздушных петли, 1, 2, 3. 3 столбика с накидом под воздушную петлю в предыдущем ряду. 1, 2, 3. И общая вершина для этих столбиков с накидом. Еще 3 воздушных петли и 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Так довязываем до конца ряда. Всего у вас получится 16
Вот и из 3 столбиков с накидом с одной общей вершины у вас будет их 16 штук. И вот так смотрится. Всего получилось 16 лепестков. Пересчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И между этими лепестками по 3 воздушные петли. И довязываем 3 воздушные петли. Делаем соединительную петлю в первый вот лепесточек. Закончили второй ряд. Сделали одну воздушную петлю, это уже третий ряд, и под арочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку столбик без накида. Еще 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку из воздушных петель столбик без накида. Теперь формируем уголок и под эту арочку из 3 воздушных петель провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. И снова под эту же арочку провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот получается такой уголок. Далее под следующую арочку из воздушных петель столбик без накида. Теперь повторяем 2 арочки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, столбик без накида. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида. И вывязываем точно такой же уголок. 5 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем 5 столбиков с накидом в эту же арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот получился второй уголок. Снова повторяем 2 арочки из 5 воздушных петель. Для этого нам нужно провязать столбик без накида, 5 воздушных петель, столбик без накида и еще 5 воздушных петель. И снова повторяем уголок, 2 арочки из 5 воздушных петель и еще один уголок. И вот что получается: 4 уголка
и между ними 2 арочки из 5 воздушных петель. Теперь нам нужно завершить вязание и делаем соединительный столбик вот в столбик без накида, который провязывали в самом начале. И ниточку отрезаем. Вот получился у нас первый квадрат. Теперь я покажу, как соединять эти квадраты. Вот у меня недовязанный второй квадрат. Провязали 2 уголка. Теперь начинаем вязать третий. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушных петли. Берем первый квадрат и вот под арочку из воздушных петель на уголке соединяем соединительной петлей и довязываем 2 воздушные петли. Вот так мы соединили между собой квадрат, 2 квадрата. Под эту же арочку довязываем еще 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида под следующую арочку. Далее нам нужно провязать 5 воздушных петель, но мы провязываем 2 воздушные петли и делаем соединительную петлю. Вот я вам так покажу соединительную петлю. Вот в первом квадрате тоже у нас есть арочка из 5 воздушных петель, и вот под нее сделали соединительную петлю и 2 воздушных петли. 1, 2. Столбик без накида. Вот соединили между собой 2 арочки. Снова провязываем 2 воздушных петли и соединительная петля вот за следующую арочку в первом квадрате. И еще довязываем 2 воздушных петли. Столбик без накида. Вот соединение 2 арочек в 2 квадратах. И теперь вяжем уголок. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушных петли и снова соединяем соединительной петлей вот с первым квадратом. 2 воздушных петли и довязываем уголок 5 столбиков с накидом. 1, 2,
3, 4, 5 и соединительный столбик. Вот мы завершили второй квадрат и соединили квадраты между собой. Когда будем вязать в нижнем ряду, например, квадраты, то тоже соединяем по уголкам, там где воздушные петли, и в этом уголке. Следующий квадрат, четвертый, если вот вывязываем, тоже соединяем в этом уголке под воздушные петли и следующий уголок. То, как вы будете вязать полотно или вот такими горизонтальными полосками, или будете ложить вот квадраты как ромб, вот так, соединение от этого не меняется. Вам тоже нужно соединять по уголкам, там где вот арочки из воздушных петель и уголок. И вот получились такие квадраты. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!